Ну вот, конечно, каждый художник как бы верит в то, что произойдут какие-то лучшие изменения к лучшему. Без веры к этому навряд ли художник станет работать. Или писатель, или поэт. Ну, любой человек, который верит в лучшее. Это не обязательно, что художником быть. Я думаю так, я бы даже сказал бы так, во сне, я вот скажу, во сне, вот, мне кажется, кто-то меня спросил, что тебе надо. И я думал, что это типа, там, пришел Бог, там, спросил, что ты хочешь от жизни. А я ему говорю, живописи, да. То есть тогда было, для меня живопись была чем-то таким, как бы, высшим идеалом. Но со временем начинаешь понимать, что, хотя он ничего не ответил, по моим понятиям Бог ничего не ответил. А я, знаешь, почему? Мне кажется, он не ответил, потому что живопись не выполняет свою функцию в данный момент. Да? А вот фотография или там инсталляция или что-то другое, она более как бы, лучше передает ситуацию. А живопись, она как бы, если только там для украшения, там, над диваном повесить, там, как бы придаток мебели. А фотография, она более документальная, понимаете? Она более жесткая, более точно передает ситуацию. Я немножко сейчас отошел от живописи. Я думаю, у нас просто нет, конечно, вот, традиции вот, изобразительного искусства. Она, если она существует, то как бы в контексте вот, соцреализма, еще вот, советской эпохи. Она как бы по инерции, даже в лице Союза художников, если какие-то выставки делаются, каким-то мероприятиям, каким-то вот, юбилеям. Это вот сейчас вот выставка скоро в Астане будет, новый музей в Астане открывается, и она приплюсована еще как бы к Дню города, или там к дню рождения там, президента. То есть чисто конъюнктурной работой, да, имеете? Нет, я этим не занимаюсь. Но к этим художникам отношусь с пониманием, потому что среди них у меня очень много друзей, которые вместе учились. Ну, разные взгляды, но я с ними никогда не спорю, и даже с ними об искусстве не говорю, никогда. Даже обвиняют меня в том, что я как бы не совсем понимаю вот, ну, национальное, что ли. Хотя в моем понимании искусство национального не бывает. Потому что искусство, оно как бы общее, что-то для всех одинаковое. Да? Не бывает национальное там, искусство Германии, или там, Казахстана, или России. Такого не бывает в моем понятии. Искусство, оно что-то, как бы, ну, я могу сказать так. Современное искусство – это искусство, которое хочет что-то поменять. Да? Это искусство критики. Это искусство, которое, я бы сказал, может быть, даже осуждает ту политику, которая проводится у нас или там где-то на Западе. Это как бы всегда противостояние с властимущими. В моем понимании это так. Наверняка, да, наверняка. Я, например, больше, когда вот еще как бы после школы, как бы, ну, как бы была мечта стать художником, я-то пришел, как бы, тогда было еще советское время, видите, что те картины, которые, те изображения там, как бы, чабанов или рабочих, там они как бы, у них такое вот приподнятое настроение, такое, они даже поют, хотя вот в действительности, когда попадаешь к ним
как бы ситуацию ихнюю, да, у них жизнь была совсем другая, сложная, как и сейчас. То есть видишь вот эту вот несправедливость, да, вот, изображение и действительности, и начинаешь думать, блин, это надо изобразить по-другому. То есть, как бы, чувство несправедливости тебя как бы с одной стороны, да, толкает к тому, чтобы стать художником, с одной стороны. Думаю, сама интеллигенция, да, она, которая свободолюбивая, навряд ли будет так думать. Да. Им это правда нужна. И это те же алашардинцы, да, помните, по истории. Они говорили правду, и за это их уничтожили. Да. А народ, да, действительно, в какой-то степени опиум, конечно, наверное, больше нравится. То есть чувство, вот, как это сказать, рабу свобода не нужна. То есть, как бы, за те же годы советской власти столько как бы, мозги людей как бы внедрили вот, да, чувство рабства. И от этого отойти сейчас очень сложно. И им даже, может быть, нравится это. Хотя есть проблема в том, что их у нас очень сложно выставить. В смысле того, что у нас нет как бы, помещения или пространства галереи, где можно было открыто говорить обо всех вещах. Ну, это тоже внутренняя цензура галеристов, мне кажется. Даже не со стороны государства, а, мне кажется, больше вот, самопреодоления нет. Вот этого. Ну, а что делать-то? Тоже, я ведь тоже такой же, как все. Я так думаю. Я просто, может быть, даже втихаря об этом говорю. У себя на кухне, как все люди. Хотя я хочу выставить, да, как бы, жест вот это сделать. Но все равно не получается. Есть как бы понятие внутренней цензуры. Да? Это очень сложно самого себя преодолеть. Да? Когда вот существует цензура, как бы государственная, да? Там его противостоишь, там можно даже эти же работы не выставлять, там, дома хранить. Но преодолеть внутреннюю цензуру, да, вот ту же совковость очень сложно. Но я к своим работам отношусь даже с некоторой иронией, и даже с юмором. Там. Поэтому, мне кажется, я особо как бы, в эти вопросы не вдаюсь. Знаешь, мне кажется, цензура, если и существует, то как бы поверхностно. Потому что, как я вот говорил ранее, наше государство к художникам относится несколько даже поверхностно. Их не считают, что ли, за какую-то вот, серьезную силу, или даже не силу, а вот, они как бы, художники как бы не имеют как бы, отношения к каким-то вот, вещам, которые происходят у нас. До этого времени у меня не было проблем с этим, потому что, мне кажется, власти абсолютно не интересуются этим. И, может быть, в какой-то степени даже не понимают, что это такое. Но есть в последнее время, последние несколько лет, есть такая тенденция, они вот хотят контролировать это. Понимаете? Мне так кажется. Например, очень много художников, которые вот работают как бы на продажу, как сказали, это конъюнктурно. Даже в современном искусстве есть художники, которые стараются делать так, чтобы не было вот этих вот углов. Как бы идет какое-то вот нивелирование этих углов. То есть как бы, и не задеваешь их серьезно и не критикуешь, как бы такое непонятно, не знаю, как подобрать это слово. То есть нет вот этого вот актуального, жесткого.
в жести. А Они их выставляют. Выставляют нормально. Но, честно говоря, моей работы никто и не покупает, и я не стараюсь продавать. Басу, да. Ну, вы же знаете, там в Костееве висит сейчас две работы моих, да, ну, временная там выставка идет. Она состоит из 5 частей. Вот. Сама работа называется «С Новым годом». Но 5-я часть как раз относится к современной действительности нашего общества, его проблемы. И это рисунок «Спящий барс» с надписью 2030. Или 2050, я уже не забыл. Но его не повесили. Повесили 4 части. И она теряется, понимаете, теряется сам смысл работы. Хотя я не стал ничего не говорить. Ну, раз повесили, повесили. Мне кажется, как мне объяснили, это как политкорректность. Мне кажется, это не политкорректность, а некая боязнь. Боязнь чиновников от музея перед властимущими. Мне вот, я года 2 назад делал выставку, да, вот, я сам относился к этой работе как некий, как исследователь, понимаете, вот как это вот, как даже следователь, можно даже сказать, вот так, как криминалист. Его даже прозвали эту серию как криминал-арт. Потому что вот последние несколько лет столько событий в Казахстане произошло, те же убийства Нуркадилова, или это не убийство, непонятно было, да, что это такое. Да. Мне было интересно вот, чисто с художественной точки зрения, ну, как бы исследовать вот это. Но я выставил эти работы, и абсолютно никакого резонанса ни в обществе, вообще нулевое такое отношение. То есть получается так, что в Казахстане как бы нет вот этого вот искусства. Если даже она и есть, ноль реакции. Работай, не работай, как-то вот. И начинаешь замыкаться в себе, и сидишь у себя в мастерской, дома там, как бы работаешь в стол, или как бы на будущее. Ну, какая-то вера-то всегда есть. Мне кажется, я просто как человек, если даже об этом пишу жестко или не жестко, но я вот отдаю себе отчет, что надо даже относиться к этому даже с некоторой долей иронии. Без этого действительно можно там, с ума сойти. Ну, вообще-то, мне кажется, я немного циничный человек. Почему? Ну, потому что я вот к тем же проблемам отношусь даже с иронией, с юмором. Главное не впасть в карикатуру, найти ту грань, которая вот есть между карикатурой и иронией. Знаете, вот, чтобы это не было как бы смехом, а вот ирония подразумевает некие серьезные подводные течения, вот, как бы чтение между строк. Вот это очень важно. Хотя сама карикатура, она некоторые, я бы сказал, это как бы исчадием ада, что ли. Вот этот вот проект, вот как раз насчет терроризма, да, вообще. Я вот как раз съездил в Галатинскую область и там сделал кучу фотографий, хотел вот показать, есть ли у нас терроризм в Казахстане. Да. И мне появилась идея обмана, фикции. Да. То есть в техническом плане она выглядит вот так. Берешь какой-нибудь сарайчик или там что-нибудь, или может быть там старый диван, или вот что-нибудь такое, да. Фотографируешь, потом
Внизу делаешь подпись. Место, где жили и хранили оружие террористов. Хотя на самом деле это место, конечно, абсолютно не относится к террористам, но само это место как бы в какой-то степени даже социально не совсем благополучное, да, место. Она, мне кажется, это толкает людей не то чтобы даже вот, как в Афганистане или Ираке к прямому терроризму, но задатки, да, есть в этом. То есть социально неблагополучные места.